Всех приветствую на моем канале. Сегодня совершим небольшой тур по Найтбридж, одному из самых дорогих районов Лондона. Он находится в первой зоне. Доезжаем до станции метро Найтбридж, выходим через экзит номер 2, напротив Харли Николс, поворачиваем направо и идем параллельно Гайд-парку. Найтбридж в переводе означает «рыцарский мост», один из самых богатых и модных лондонских районов. Здесь расположены дорогие эксклюзивные магазины, отели и рестораны, которые посещают мировые знаменитости. В апартаментах с самыми высокими ценами в мире проживают многие представители британской аристократии, мировые звезды и состоятельные иностранцы. А туристов ожидают шикарные номера эксклюзивных гостиниц. В этом видео я хочу сделать упор на архитектуре. Пройдемся по улочкам Найтбридж. Начнем осмотр с более простых, но колоритных строений. Не совсем уверена, к какому стилю относятся эти строения. Если вы знаете, напишите в комментариях. Как видите, на этой улице вообще не растут деревья. Поэтому жители самостоятельно организовали себе зелень в горшках. Благодаря этому смотрится очень миленько. Правда, не совсем понимаю, где они покупают еду, потому как в первой зоне нет больших супермаркетов. Но, может быть, они едут во вторую, третью или четвертую зону, где хотя бы супермаркеты с 2 иксами, или просто заказывают онлайн-доставку. Очень странная скамейка или столик вызывает в памяти фразу «Я его слепила из того, что было». Похоже на античку. Сейчас мы поднимемся по очень узкой улочке, где окна расположены в хаотичном порядке, смотрят буквально друг на друга. Обратите внимание на окна, на каком они расстоянии от тротуара в начале улицы и в конце. Похоже, солнечные лучи сюда вообще не попадают. Женщина, которая прогорцевала за девочкой, явно не местная. Местные на таких каблуках на прогулку не выходят. Улицы, по которым я хожу в этом видео, считаются довольно безопасными. Здесь в основном живут приличные и состоятельные люди. А вот ближе к станции метро и магазинам уже не так безопасно. Там большое скопление туристов
Соответственно, это притягивает туда разные слои населения. Какое-то время назад лично я несколько раз проходила мимо палатки. Она была установлена рядом с автобусной остановкой напротив очень дорогого отеля на оживленной улице. В палатке кто-то находился, потому что рядом стояли ботинки. Я бы сказала, что это одно из немногих мест Лондона, где можно чувствовать себя спокойно. Сейчас мы проходим мимо кафедрального собора Сурожской епархии. Он называется «Собор Успения Божией Матери и всех святых». Здание нынешнего Успенского собора являлось англиканским приходским храмом. Вон, кстати, батюшка общается с прихожанками. В 1979 году православной общине прихода удалось приобрести здание храма в собственность, и оно было легко приспособлено для православного богослужения. Напротив храма расположены жилые дома. Опять много зелени. Деревья в кадушках загораживают проезд к подъезду. Античные вазы у входа. И сейчас мы направляемся в сторону Гайд-парка. Через дорогу видны ворота, за ними начинается Гайд-парк. Не знаю, что это за растения, но в Лондоне они распространены. Они очень красиво смотрятся, когда расцветают все бутоны. Левостороннее движение. Я специально снимаю названия улиц, если желающие захотят найти эти места. Итак, мы пришли на улицу с явно очень-очень дорогими квартирами.
Какой-то необычный автомобиль со спущенной шиной. А напротив, рядом с историческим домом, стоит современный. Современный справа. Я просто обожаю античку. И если вы тоже, то район Найтбридж — это именно то место, которое вам стоит посетить. Античный вазон с цветами. Мне повезло, что во время съемки практически не было людей на улице. У античных зданий мы видим этаж -1 или подземный откопанный этаж. В каждой такой квартире ведут калиточка и ступеньки. Здесь народ озадачился растениями. Выглядит очень уютно. Чьи-то розовенькие сапожки. Интересно, как там ощущения во время ливней? А в Лондоне очень много осадков. Мне очень нравится то, что вокруг много зелени и необычных растений. Опять античный дом и неровный асфальт. На табличке написано «частный сад», а также указание, чего делать в саду не стоит и как себя вести.
Но даже в таком шикарном районе все равно где-нибудь да будет срач. Мусор в Лондоне – это отдельная тема. Обожаю такие колоритные арки, узкие проходы, фонари из другой эпохи. Очень узкая входная дверь, ее масштаб видно на фоне калитки. И еще одни счастливые обладатели выхода в откопанный сад, ниже уровня тротуара. Вот и закончился мини-тур по Найтбридж. Мы обошли лишь небольшую часть района. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!